Друзья, БРФЗ, сегодня 3 марта 2024 год, это Рождество Христова. Мы в Армении, но не в Ереване. Как вы знаете, серийные убийцы любят возвращаться на места преступлений, которые они совершили, для того, чтобы либо вспомнить момент, либо для того, чтобы испытать новые ощущения, которые они еще не испытали, но у них связано с этим местом. Мы не серийные убийцы, мы горнолыжники сегодня. Мы вернулись вот в это прекрасное место. Сейчас поедем кататься. Мы в полной экипировке, в горнолыжной одежде. Я вообще в комбинезоне, как будто я гонщик Формулы-1. Плюс 4 градуса, мы на высоте 2000 метров над уровнем моря. Кстати, какого моря я обычно меряю? В общем, мы на высоте 2000 метров над уровнем моря, здесь плюс 4. Это всего лишь на 5 градусов меньше, чем в Ереване сейчас было. Наверху пока еще есть снег, и мы сейчас поедем кататься на лыжах. Все, мы полностью оделись, готовы к спуску. Хороший такой прокат. Вот ребята все там подобрали, ботинки по нужному размеру, лыжи, отрегулировали. Тут же надо еще регулировать, чтобы по весу, чтобы если ты упадешь, тебе ногу не оторвало вместе с лыжей. Все, мы полностью готовы к поездке на лыжах. Взяли ботинки, лыжи, шлемы, палки. Вышло 50 тысяч драм на двоих, я не знаю, что-то нам, в общем... Ну, в принципе, мы так и рассчитывали, но, в общем, не знаю. В общем, такая цена. У нас осталось буквально часа 4, чтобы покататься. Сейчас будем наверстывать. Вот здесь такая есть... Сегодня много народу, сегодня больше, чем в тот раз. Здесь такой траволатор. И потом с него съезжают вот эту ущербную трассу. Но мы сразу поедем сейчас на этом подъемнике туда наверх, на верхотуру. А здесь сценный концерт. Народу дофига прям сегодня. Видимо, в тот раз погода была плохая, поэтому никого не было. В общем, все, мы не теряем время и погнали кататься. Господи, мы едем на этой штуке. Высотища такая, что я сейчас просто умру от разрыва сердца. И вот эта палочка, которую я сейчас ногой держу изо всех сил, чтобы она не открылась, она сама не закрывалась. Я об этом забыл. И мы уже выехали на высоту, потом я думаю, что-то не так, и начал за эти веревки тянуть, чтобы все это закрылось, хозяйство. Господи. Погода сегодня, правда, классная. Очень хорошая. Склон такой каша. Примерно как фрапучино в кофе-хаус в Ереване делают, когда холодный кофе. Вот такая вот каша, но нормально. Сейчас прокатимся. Господи, вот эта высота мне очень не нравится. Ир, не ерзай, пожалуйста. Господи, что там у тебя случилось? Палка застряла. Ужасно страшно. Блядь. Господи. У меня лыжи как у ребенка с тобой, посмотри. У Иры лыжи поменьше, у меня побольше, но и рост разный. Вот так мы едем на этой штуке. Фу. Вот эти подъемники, конечно, самая опасная штука, которая бывает, то, что ты можешь запросто себе ноги переломать, пока на него залезаешь и пока слезаешь. Это самое, но в принципе подъемники самое страшное. Все, что может быть. Мы сейчас поднимаемся на высоту. Сейчас проверим. Уже на 100 метров поднялись. Внизу отметка 2000. Мы должны подняться, вот я не знаю, до скольких, наверное, на 300 метров поднимемся, скорее всего. Вот сверху у нас точка финиша. Вот эта трасса широкая, сначала поедем по ней, попросторнее, попривыкаем. Я не катался на лыжах 15 лет, Ира 5, да? Где-то так? Я, да, 18 года. Но, как говорится, тут как на велосипеде. Один раз, если проехался, то потом руки помнят все это дело. И мастерство не пропьешь. Поэтому справимся. И потом посмотрим схему трасс. Я еще мне интересно, где черная трасса тут. Есть ли она вообще? Лыжников сегодня много достаточно. Пятикресельные подъемники тут.
какой-то учитель учит кататься нужно, говорит, пицца, картошка фри. Нет, он говорит, повернулся. Да я знаю. Вот. Но кто не умеет кататься на лыжах, посмотрите Саус Парк. Серию напишу в описании. Там, в принципе, все доступно, объясняют, как кататься на горных лыжах. Чтобы ехать медленно, образуем такой треугольничек, как кусок пиццы. Чтобы ехать быстрее, ставим лыжи параллельно. Как что? Ладно, картошка фри, запомнили? И все дуйте сюда тоже кататься, пока снег не растаял. Кто боится сильнее, чем я, может закрыть стеклом. Но под стеклом не очень интересно, поэтому... Господи. Можно на зиплане ездить, да? С такой высотой. Красота, тишина, снег, светит солнце, погода +4. В принципе, мы так утеплились сильно, но можно было и, мне кажется, что в майках кататься тут. Класс. Начинается крутой подъем. Высота 2 километра 200 метров над уровнем моря. Плюс 100 метров еще прибавили. Закладывает уши. Довольно серьезно. И сейчас уже от 2500 у нас начнется уже проблема с дыханием, потому что здесь уже называется мертвая зона, где уже тяжело человеческому организму без кислорода, и он может там продержаться только некоторое время. Разумеется, это шутка, потому что такая зона начинается от 8000, но... Вот здесь склон такой уже, земля проступает, снега немного, а вот на том все отлично со снегом, классно. Наверху, в то место, где мы сейчас приедем, там тоже есть таверна. Там можно попить, сходить умыться и прочее. И вот он склон, с которым мы сейчас поедем. Это основная трасса, самая широкая. Мы попробуем выжить по максимуму, потому что скипасы обошлись в 32 тысячи. И нам нужно раз 10 хотя бы прокатиться. Здесь нет, насколько я понимаю, искусственного освещения на этом горнолыжном курорте. И поэтому здесь закрывается около 5 вечера. Может быть, ну посмотрим, во сколько по факту закроется. Закрывается, потому что если нет света, то наступает ночь. А если наступает ночь, то в горах Армении выходят шакалы. И все, кто не хочет, чтобы закончилось так же, как в фильме «Замерзшие», я скину ссылку в описании, хороший фильм, посмотрите про горнолыжников, то нужно уходить в более защищенные места и не испытывать судьбу. Не встречаться с шакалами, с медведями и прочими животными дикими, которыми богата природа Армении. Совсем маленькие дети катаются. Наверное, лет 10. Чешут, не боятся. Вот. Как бы у меня лыжи на них не упали, я думаю, хорошо, я застегнул ботинки. Будем думать, что хорошо. А открываться она будет с руками? Я подниму, берем ноги и поднимем. Надо будет еще сейчас нам эту железку поднять, потому что иначе мы просто-напросто отсюда не выйдем. Из этой штуки. Меня поднимали так несколько раз с ногами. Слышно. Почти 400 высота. То есть 400 метров от базового лагеря у нас высота будет примерно у этой точки. То есть спуск будет 400-метровый. Примерно одна закладка ушей, я думаю. Вон здесь диджей, танцы. Это явно не лыжники, так какие-то туристы. Сейчас самый ответственный момент, убирай камеру. Выкарабкались, съехали с этой штуки без падений, без происшествий. Опасная штука. И тут можно просто, знаете, как за тем, как течет вода и горит огонь, следить, как люди с этой штуки спускаются. Довольно такая вещь. Может любой навернуться, честно говоря. И она может тебя потащить. Потащить и туда на разворот и с обрыва скинуть. Причем сломать ногу. Поэтому
есть специальные люди, стоят, смотрят, и по идее они должны останавливать весь этот механизм, когда происходит проблема, и как бы не допускать перелома и отрыва ног. Съехали с горы. Господи. Поправь меня. Съехали разок с горы. Очень классное ощущение. Мы, правда, вымотались, пока съезжали, как с непривычки. Столько лет был перерыв у нас спортивный с этим. Сейчас поедем еще, сейчас будем снимать на эту камеру уже, не на GoPro. Классный вид такой. Ты съезжаешь с горы на лыжах с видом на Арагац. Это очень круто, очень. Это невероятно круто. Быстрее опускаем эту штуку. Господи. Все. Чуть ногу не упорол. Мне пляжку я опускал. Уже на второй раз так страшно не кажется, что высота большая. Уже кажется, что высоты вроде бы и нет, уже кажется, гора не такая высокая. Красота. Раскачиваться запрещает. Кто-то палки потерял лыжные, вон валяется. Оранжевые. Вот домики какие-то. Вот ребята, судя по всему, вышли из домиков, там живут. Приехали откуда-то и живут в домиках. Вот в этих вот видно, как они живут. Стол у них, там коробка какая-то стоит, и ходят на лыжах кататься. Конечно, Армения классная страна, с такой природой, с такими климатическими моментами. В городе зима комфортная, летом классно, тепло, жарко даже. Купаться есть где, Севан, пожалуйста, купайся. Холодно, правда, но зато освежает. Куча мест, где одновременно у тебя и снег наверху, и трава внизу. Горнолыжка, вкуснейшая еда. Безусловно, плюсы. И, конечно же, прекрасные жители. Так. Продолжаем подъем. Здесь такой обрыв, опасный очень. Здесь можно разогнаться с горы с этой и просто съехать в этот обрыв. И когда ты едешь, ты это понимаешь, и дыхание перехватывает, честно говоря. Дэр. Тормозить это не моя сильная сторона. Мы давно не катались, и, в принципе, техника была не идеальная. Но сейчас мы уже вспомнили то, чего умели делать, и сейчас пару приемчиков еще освоим. Кроме пиццы и картошки фри. Будем уже поувереннее кататься. Конечно, да, писали в комментариях к прошлому ролику, что дороговато. И с учетом тех цен было, в принципе, ну да, довольно немало. Вот. А с учетом того, что выяснилось, что 50 тысяч драм на двоих это стоит по факту в день, то, ну, тоже можно сказать, что дороговато, конечно, да. Каждый выходной не поездишь, но выбраться стоит. Стоит того. Ну то, что ты можешь, в принципе, в 37 километрах от дома найти прекрасный горнолыжный курорт, это... Да, да. В горах очень яркое солнце, поэтому нужно быть в таких очках обязательно, иначе можешь потерять зрение, ты можешь ослепнуть. Раз, тебе может маленькими такими крупинками снега выбить хрусталики с сетчаткой целиком, такие случаи бывают у альпинистов. И, безусловно, лучше видно дорогу, трассу, когда ты в очках, поэтому нужно одевать. Обязательно либо свои привозить, либо брать на прокат. Очень красиво. Мы едем вниз, туда нам надо спуститься. Сейчас мы это сделаем. Ир, ты готова? Да. Мы решили проехать направо сейчас на этой развилке, потому что налево прямо очень крутой спуск. Там приходится сильно притормаживать. Не супер комфортно.
Такой там спуск крутой. Мы сейчас поедем налево, свернем. Второй раз мы сейчас съезжаем. Но немножко помним, как это делать. Главный основной момент — это те, кто боится на горных лыжах кататься, я скажу, но я не профи сам, но скажу такой момент, очень просто. Едем вперед, скорость большая, идем перпендикулярно, поворачиваем к дороге. Потом скорость падает, поворачиваем опять в сторону дороги, лыжи, и начинаем ехать быстрее. И ты как бы едешь, все время скорость регулируешь и поддерживаешь ее на нужном уровне. Вот и все. Весь секрет. То есть тут не надо уметь быстро ездить, тут надо наоборот уметь ехать с той скоростью, которая тебе комфортна. Ребят на подъемнике поднимаются. Главное, чтобы ничего не кинули сверху. Меня обогнал мужчина, который быстрее ездит, но может уже в третий раз съезжать, но только второй. В этих лыжах классно, что в горных ты можешь так вот как бы облокотиться вроде как на ноги и не держаться, потому что тебя ботинки держат, они тебя почти до колена высотой. Ты можешь просто так вот как бы вперед висеть, ты не можешь вперед упасть, потому что у тебя лыжи впереди. Немножко тут крутоватая склонность, непривычки, когда давно не ездил. Совсем прям тут пологой трассы нет. Нужно немножко привыкнуть. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I slapped up wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past those behind your eyelid. Bars and flows, check out the mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all fun and games to the person saying it's all fun and games. Get beat up and cropped out the picture. Must be active if you think you can wig me. I'll tell my man put down the liquor. Мы завершили сегодняшний день здесь обедом, съели по бургеру с Харисой. И под большим впечатлением место нас не разочаровало. Спуск очень крутой. Примерно мы с одной горы съезжали, наверное, минут 20, если не спеша, и с остановочками. Там какие там вопросы решали, камеры включали-выключали, то все 30-40 минут. Вот, классная трасса. Действительно, мы съехали сегодня 4 раза, у нас уже нет сил. Мы поели, сейчас можем даже уснуть, может быть, в машине и поспать несколько часов, потому что сил вообще нет. Вот, мы устали как дети, я так домой приходил с гулянок в детстве. Вот, классная гора, хорошая, действительно. Мы уже много где были в Армении, и каждый раз, когда едешь куда-то, то рядом находишь еще места, потом записываешь себе их в список. И у меня еще там список огромный на ближайшие поездки. Мы ждем, когда снег растает. Вот. И в этот раз тоже поездка нас не разочаровала. Армения красотка, очень много интересных мест, и все хочется посмотреть, всем советуем. До новых встреч, спасибо за просмотр, поддержите канал, кто хочет, и посмотрите серии про Индию, они тоже интересны. Пока.